Добрый день, друзья! Меня зовут Марьяна, добро пожаловать на мой канал. Предлагаю вашему вниманию рецепт замечательного ванильного шифонового бисквита. Такой бисквит получается высоким, ровным, невероятно легким, с пористой и нежной структурой, слегка влажным, что даже не нуждается в пропитке. Идеально подходит в качестве основы для сборки любого торта. Такая нежная и эластичная текстура этого бисквита достигается за счет добавления молока, растительного масла и белков, взбитых в плотную массу. При нарезании на ломтики он практически не крошится и не ломается. В описании к этому видео будут приведены ссылки на рецепты с использованием различных возможных комбинаций и вкусовых сочетаний для тортов на основе этого шифонового бисквита. Приготовить шифоновый ванильный бисквит. Все ингредиенты для приготовления бисквита должны быть исключительно комнатной температуры и находиться в пределах от 20 градусов. Это позволит достичь более равномерного смешивания всех ингредиентов и получения более однородного теста. В сито высыпаем муку и разрыхлитель. Просеиваем сухие ингредиенты. Затем хорошо перемешиваем венчиком и откладываем в сторону. Очень аккуратно разделяем яйца на белки и желтки. Крайне важно, чтобы в белки не попало ни грамма желтка, иначе меренга плохо всобьется. Это происходит из-за того, что яичные желтки содержат жир, который может нейтрализовать способность белков образовать стабильную меренгу. Даже небольшое количество жира может препятствовать образованию белковой пены, а также ее стабилизации. В чистой и сухой посуде соединяем яичные белки комнатной температуры. Добавляем соль и взбиваем до образования легкой воздушной пены. Примерно 1-2 минуты. Соль добавляется для стабилизации структуры белковой массы, а также она способствует тому, чтобы меренга в дальнейшем не теряла свою форму и объем. В 2 приема вводим сахар в белки и взбиваем до получения плотных пиков. Около 3-5 минут. Разумеется, время может меняться и будет зависеть от типа и мощности вашего миксера. В данном случае я использую ручной миксер мощностью 350 Вт. Также для приготовления бисквита очень важно, насколько правильно взбиты яичные белки, ведь именно они отвечают за воздушную текстуру бисквита. Если поднять венчик миксера, готовая белковая масса будет тянуться за ним, а его кончик будет иметь небольшой мягкий изгиб. Это называется стадией плотного пика. В другой посуде соединяем яичные желтки, также комнатной температуры. Добавляем вторую часть сахара, ванильную пасту и теми же венчиками взбиваем до светлой, пышной кремовой массы и полного растворения сахара. Это займет примерно 2-3 минуты. В желтковую смесь добавляем слегка теплое молоко, около 22-25 градусов. Добавляем нейтральное растительное масло и буквально 30 секунд перемешиваем на низкой скорости миксера до однородности. Просеем смесь сухих ингредиентов во взбитые яичные желтки. И также при помощи миксера на низкой скорости не взбиваем, а просто смешиваем до получения единой массы. Должно получиться густое, слегка вязкое, но при этом однородное тесто без комочков. Небольшими порциями в 3-4 приема вводим взбитые белки к желтковой массе. Хорошо перемешиваем силиконовой лопаткой движениями снизу вверх, от краев миски к центру, до образования однородной и воздушной консистенции. Слишком долго не перемешивайте, иначе белки начнут оседать и потеряют свою воздушность. Это приведет к тому, что тесто не будет подниматься во время выпекания бисквита. В результате должно получиться однородное и очень воздушное бисквитное тесто. Основание круглой раздвижной формы диаметром 18 см и высотой 10 см оборачиваем фольгой и помещаем на противень. Выкладываем бисквитное тесто в форму и равномерно распределяем его по всей поверхности при помощи силиконовой лопатки.
Выпекаем бисквит в предварительно разогретой до 170 градусов духовке в режиме вверх-вниз без конвекции около 45-50 минут. В процессе выпекания нельзя открывать духовой шкаф на протяжении первых 25 минут, поскольку из-за резкого перепада температуры бисквит может опуститься. Также обязательно следует подбирать время и температуру выпекания для каждой духовки индивидуально. Если верх бисквита сильно зарумянился, а внутри он еще не готов, после 30 минуты прикройте верх формы фольгой и продолжайте выпекать до готовности. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой, вставленной в центр до самого дна. Она должна выходить абсолютно сухой и чистой. Вынимаем бисквит из духовки, ставим на решетку и в таком виде оставляем его на столе в форме примерно на 30 минут. Далее аккуратно проводим тонким ножом по стенкам формы, переворачиваем ее на решетку, затем удаляем фольгу и осторожно снимаем форму с бисквита. Остывший бисквит тщательно заворачиваем в пищевую пленку, чтобы на его поверхности не мог образоваться конденсат. Это необходимо для того, чтобы влага, находящаяся в бисквите, была равномерно распределена, а благодаря пищевой пленке, которая выступает в роли защитного барьера, не позволить ей испариться. Помещаем бисквит в холодильник минимум на 6-8 часов. Свежий бисквит рыхлый, плохо режется и очень сильно крошится. Поэтому за это время бисквит вызреет и приобретет нужную и правильную текстуру. В результате мы получим самый нежный, сочный и пористый ванильный бисквит, который даже не нуждается в пропитке. При нарезании он не так сильно крошится и прекрасно держит форму. Этот бисквит можно с легкостью разделить на 3 или 4 коржа. Также с этим бисквитом можно создавать многослойные торты с самыми разными вкусами, меняя только состав начинки и крема. Кроме того, этот бисквит настолько вкусен сам по себе, что его можно просто так подавать к чаю, посыпав сверху сахарной пудрой. Ванильный шифоновый бисквит готов. Удачной вам выпечки! Всем спасибо за просмотр видео. Если вам нравится рецепт, поставьте лайк. А с вами, как всегда, была Марьяна. Желаю всем успехов, хорошего настроения и до скорой встречи на моем канале.